Что если прямо сейчас рядом с тобой есть что-то, что не подчиняется законам реальности? Просто ты этого не видишь. В Control эта идея — это основа всего. Это, можно сказать, лейтмотив, если мы вынесем за скобки сюжет, связанный с Джесси Фейден. Этот ролик будет небольшим, потому что это не обзор, коих в интернете масса. Я же хочу просто запечатлеть момент прохождения и осмысления игры на канале. И буду рад поделиться с вами своими заметками. Меня зовут Эд, а это история одной аномалии. Итак, вернемся к основной идее. А она здесь в том, что нас могут окружать паранормальные вещи, но мы об этом можем не знать и просто жить свою жизнь, в то время как специальные агенты и бюро занимаются изучением всякой чертовщины и защитой нас с вами, обычных людей. Именно поэтому лично мне Control напоминает сериалы «Сверхъестественное» и «Секретные материалы». В этих сериалах также происходят мистические и паранормальные события, встречаются необъяснимые явления, и про существование всего этого знают далеко не все. А Control постоянно показывает и доказывает нам это через документы и мини-фильмы, и в какой-то момент, читая эти описания, начинаешь задумываться, а что если в этом мире все не так просто? И самое классное, что игра берет самые обычные предметы и делает их источником чего-то необъяснимого, чего-то опасного. Мы повсюду видим и камеры содержания таких предметов, и документы, описывающие различные явления. Это и обычный вентилятор, удушающий потоком воздуха, и зеркало, которое переносит человека в параестественное пространство, являющееся искаженным отражением нашей реальности, и манекен, создающий своих клонов. И вообще этот список можно продолжать достаточно долго. Резиновая удочка, почтовый ящик, телевизор, светофор и термос. Ну и, конечно же, диапроектор, который через слайды открывает порталы в альтернативные миры и является самым важным предметом в истории главной героини Джесси Фейден и, кстати, главного героя грядущего продолжения Дилана Фейдена. И некоторые предметы, которые встречаются в игре, явно пытаются в двойные смыслы. Зеркала так вообще в массовой культуре являются границей между мирами, тем самым зазеркальем. В игре мы попадаем в такое место, и там полная инверсия, то есть противоположность нашему миру. Отсюда вопрос: когда мы смотрим в зеркало на свое отражение, то что мы видим? Себя или другого себя? Или тот же манекен, человеческий силуэт, но безликий? Всего лишь имитация человека, а множество клонов, которые он создает, это как аллюзия на общество, где все похожи друг на друга. Отсутствие идентичности. А что насчет телевизора? С виду классический кинескопный телевизор, но в своей сути он излучает агрессивную энергию, воздействующую на разум, и способен создавать иллюзии или вызывать галлюцинации у людей. Кажется, что это прямая метафора на, как это принято называть, зомбоящик. Контроль разума. Иллюзии. Видим то, чего нет. Безоговорочно верим в то, что транслируют. Также, в отличие от тех же вышеупомянутых сюжетов сериалов, здесь ты не просто какой-то персонаж со стороны. Здесь главный герой — это часть этой паранормальщины. Control не только показывает нам мистику, но и дает нам стать ходячей мистикой, наделяя нас силой. Но говоря о гениальности идеи, стоит все-таки уточнить, что Control гениальна не потому, что она дает нам персонажа с возможностью телекинеза и левитации, а потому что игра заставляет нас поверить, что эта странность повсюду рядом с нами. И даже в мелочах игра повторяет свою идею. Джесси неординарная. Именно так ее, кстати, называет Alan Wake в DLC. Ну а родом она из города Ординари. Необычная рождается из обычного. Заметили, как повторяется эта идея? То же самое, что и с предметами. И это очень сильная мысль. Сила кроется там, где мы даже не подозреваем. Сила оценивается не формой, а сутью. Еще одно интересное наблюдение слегка из другой оперы. Помните персонажа Эмиля Хартмана, который заманивал творческих людей в свою лечебницу и использовал их силы в своих целях? В игре Control в DLC во время боя Хартман делает то же самое, но теперь буквально. Он может схватить нас и начать высасывать из нас жизнь, восполняя свою. Вообще, приключение за Джесси Фейден мне очень понравилось. Игра невероятно драйвовая, с хорошей, плотной боевкой, которая позволяет и стрелять разными типами оружия, и летать, и метать все, что попадается под руку, просто великолепно. Геймплей с такими механиками для меня стал глотком свежего воздуха. Ну и в очередной раз я поразился тому, как Remedy создают свои необычные вселенные. Ну и как вы поняли, всю эту атмосферу необъяснимого я также оценил. Если вы тоже любители всего загадочного и паранормального, с вас лайк и подписка на мой канал. Ну и под конец, верите ли вы, что в этом мире есть что-то, что мы не можем просто взять и объяснить уже известными методами и законами физики? А может быть, вы уже сталкивались с чем-то подобным, просто не поняли этого. Всем хорошего дня и до встречи.